Привет, мои дорогие! Здесь послание от ваших духов-проводников, от ваших хранителей рода, от духовных проводников, которые именно вас ведут по жизни. Сейчас такое трудное время. Нам необходимо послание от проводников. И язык невидимого мира – это, конечно, Таро, насколько вы знаете. Эта колода у меня разделенная. Старшие и младшие арканы. Духи-проводники – это целая армия людей, которые вам помогают. Первые проводники – это из созвездия вашего знака зодиака. Там есть энергии, которые вам очень помогают. Это самые главные духи-проводники. И я сейчас хочу спросить у старших арканов, проводники из вашего созвездия. Кто вы по знаку зодиака? К какой стихии вы относитесь? Стихии между собой в космосе дружат. Например, вы относитесь к стихии огонь. Вы по знаку зодиака Солнца, Луне или по асценденту, то есть восходящему знаку. Кто вы? Если вы стихия огонь, вы относитесь к львам, стрельцам или овнам. И ваши духовные проводники вот что вам говорят. Дают вам message of comfort, то есть поддерживают вас. Почему-то у меня здесь затесалась, а у меня не разделенная колода. У меня не разделенная колода. Она была разделенная, но теперь она не разделенная. Тогда я вот все вместе карты сложу, и мы перефразируем. Потому что раз я думала, что колода разделенная, было одно послание. А потому что колода не разделенная, то послание не работает. Нужно четкий вопрос картам задавать. Видите, я не боюсь перефразировать. С высшими силами главное быть искренней. То есть в любом случае это для огненных знаков. И вот первая карта. Две. Высшие силы по-своему всегда делают. Итак, что вам говорят высшие силы, если вы к стихии огонь относитесь? Семерка жезлов и десятка пентаклей. Вы будете очень богаты. Вы пройдете сейчас то, что происходит. Земля переходит совершенно на новые условия, на новый порядок, новое измерение. Вы все знаете, даже в астрологии это эра Водолея. А в новое космическое время мы входим. Вы будете богаты, у вас будут деньги. Сейчас ищите себе альтернативный источник дохода, дополнительный, потому что тот источник дохода, альтернативный, который вы найдете, принесет вам много денег. А также вы будете лучше всех в своей профессии. Вообще не волнуйтесь ни о чем. Вы будете лучше всех в своей профессии. Вот такой message of comfort. Такое комфортное послание передают вам ваши проводники. Еще один совет для огненных знаков. Или это мужчина появится в вашей жизни, кто будет любить вас и заботиться о вас. Или если уже такое есть, наконец-то вы с ним будете прекрасно взаимодействовать. Ваши отношения поменяются в сторону плюс, в лучшую сторону. Я очень довольна. Для огненных знаков было классно. Сейчас хочу сказать, что, понимаете, космос, он един. И даже если вы относитесь к огненной знаке, вы услышали главное послание. Продолжайте смотреть, потому что все другие стихии тоже у вас есть, только в меньшей мере. Ну а если вы относите себя к знаку стихии Земля, то это в большей мере для вас. Это Тельцы, Девы и Козероги. Message of comfort. Comfort – это послание, чтобы вам дать поддержку. Это comfort так переводится. Нет никогда четкого перевода. Есть всегда перевод, который он глобальный, он такой раскрытый. Да? Message – это послание. Message of comfort. Так будет называться видео, чтобы вы знали, что эти слова означают. Я беру две карты, а потом еще карту совета. Солнце. И карта двойка меча. Чтобы добиться успеха, вы не должны вообще бояться идти вперед. Потому что враги вам перекрыли дороги. Как враги перекрывают дороги? Конечно, они не выйдут и не разбросят камни вам по дороге. Ну,
Так уже не делается. Раньше было проще, потому что было видно врагов, а сейчас они скрытые. Поэтому эти враги вам перекрывают дорогу тем, что вас пугают. Говорят, что там не иди туда, там опасно, то не делай, там опасно. То есть хотят вас поработить, хотят вам навязать свою волю, хотят дать вам ошибочную, ложную информацию или информацию, которая вас сделает рабом. Да? Вот такую информацию хотят вам дать враги. Они хотят вам внушить что-то, навязать какую-то их волю, принизить вас, унизить. И вы испугались. Может быть, в прошлом с кем-то это прорезонирует. Если это так, сейчас этот расклад снимает этот спелл, этот черный заговор, эту грязную магию и говорит, когда ты будешь делать то, что ты боишься каждый день, и чем больше будешь это делать, враги, они превратятся вначале в маленьких, потом еще меньших и исчезнут. И откроются дороги, а эти дороги принесут вам успех. Вот такой комфорт дают проводники. Те дороги, которые откроются для вас, они вам принесут огромный успех в той сфере, которая для вас важна. Но солнце, оно успешное во всем. То есть, когда светит солнце, все начинает как бы процветать. Ну, это правда, процветать. Так и ваши дела будут процветать, так и ваше здоровье будет сильное, так и любовь в доме будет, взаимопонимание, будут деньги, финансы. Это все солнце, победа, да? Вы здесь со знаком плюс, победа. Какой еще совет дадут вам карты? Королева Пентаклей. Ну, как я сказала, что продолжайте смотреть, потому что божество в мелочах. Вы будете богаты, у вас будет много денег, вы не будете бояться больше бедности. Королева Пентаклей – это вы. Несмотря от вашего половой принадлежности, я не делаю расклады по половой принадлежности, я делаю расклады для всех людей, и все люди в принципе хотят одного, и все люди – это люди. Половая принадлежность там только в спальне, это ваше дело. А моя задача видеть вас как человека, независимо от вашего возраста, социального статуса, кошелька, независимо от вашего полового, какого-то национального, культурного предпочтения. Так что, когда мальчики мне пишут, ну вот опять для женщин, вместо того, чтобы сказать спасибо, я не понимаю этого. Итак, у вас будет много денег. Это однозначно. Вы будете в удобном положении. Положение ваше будет очень и очень удобное. Вы ничего не должны бояться больше. Это вам гарантируется. Теперь для знаков зодиака воздух. Это Водолеи, Весы и Близнецы. Message of comfort. Послание помощи, поддержки. Король жезлов. Энергия к вам вернется, если вы ее потратили. Энергичный мужчина войдет в вашу жизнь. Стабильность будет. Будет возвращение силы. А также жезлы – это обновится энергия. И тройка чаш. Будет праздник, будет победа, будет счастье, будет что праздновать. Будет что праздновать, дорогие мои. Это очень хорошее послание. А здесь вы придете к общему знаменателю с людьми, с которыми вы любите друг друга, но не понимали друг друга, ссорились по той причине, что кто-то вас ссорил, кто-то вам навязал какие-то мысли касательно того или другого человека. Темные силы навязали, да. Здесь будет мир, здесь будет взаимопонимание. Встреча, тройка чаш и король жезлов, встреча любви. Встреча любви или же наконец-то в жизни появится любовь, появится смысл жизни, появится жизненная цель. А когда появляется жизненная цель, жизнь интересна. Такое для вас послание. Так, совет для знаков стихии воздух. Карта справедливость. Вот смотрите, все эти страдания, которые вы пережили, всю боль, которую вы перенесли, все испытания, которые выпали на вашу судьбу, на вашу долю, так называемую судьбу, на вашу жизнь. За это высшие силы знают, за то, что вы все перенесли, и вы столько переносили все невзгоды, тягости судьбы. За это высшие силы начнут вас
благословлять, потому что justice – это справедливость. Вам по справедливости теперь будет вести, и теперь по справедливости мужчина будет вас любить, и у вас будет радости в жизни. Вот это послание такое от духов, от ваших проводников. Потому что карты Таро – это язык невидимого мира. Дальше мы смотрим для стихии вода. Раки, рыбы, скорпионы. Послание из вашего созвездия, а также от духов-проводников вашего рода. 2 карты берем. Потом еще совет. Карта сила и императрица, 2 старших аркана. Ну, конечно же, у вас будет все прекрасно. Карта сила говорит, что вернется опять к вам сила. Видите, как один лейтмотив идет. К вам вернется сила, которую вы потратили на людей неблагодарных, на людей недостойных, на людей мелочных и ничтожных, на всяких вымогателей энергии или вымогателей денег, на всяких недоброжелателей. К вам вернется ваша сила, и вы пребудете в силе. Карта сила говорит, что теперь будет баланс между физическим здоровьем, крепостью вашего тела, иммунитетом и силой вашего сознания. У вас будет в этом баланс. У нас у многих девочек нет баланса, потому что мы как бы физически даем предпочтение мальчикам, даем им как бы там приоритет, но на самом деле свои мышцы вы будете развивать, и у вас будет вот эта сила. Это всем необходимо, особенно с возрастом. У вас будет сила, вы пребудете в силе. А также это радость. Видите, какая желтый такой фон. Фон очень важен второй. И вы здесь победительница. Императрица – это успешный человек. Очень успешный человек. Императрица, конечно, дает вам поддержку от Венеры. Венера – это, конечно же, портал в изобилии, портал в любовь. Карта императрицы дает вам поддержку вот что такое Венера? Это такое общее понятие, энергетическое понятие в Солнечной системе. Да? Это не только там планета астрономическая, конечно, это такое понятие. Так что вот. Какой совет? А это рыцарь меча. И я хочу напомнить вам опять, что рыцари, они меняют жизнь. Они вносят перемены, они вносят хорошие новости, они дают рекомендации, они говорят, что будет двигаться вперед. Здесь будет двигаться вперед ваша защита от негатива. Это первое, что делает рыцарь. Потому что рыцарь меча может сравниться с архангелами, такими как, например, архангел Михаил, который защищает от негатива, архангел Рафаил, который отрезает дорогу врагов к вам, убирает врагов навсегда. Или, например, такой архангел, как Гавриил. Гавриил приносит месседж, приносит новость. И видео называется Message of Comfort. То есть это новости, месседж новости, послание новости, которые вам помогут. И первое, что приходит, это свет. Свет из такого портала архангела Гавриила. Почему Гавриила? Помните, Гавриил пришел к Деве Марии и дал ей послание. И к другим тоже людям в Ветхом Завете у нас тоже много есть свидетельств, и в других религиях, что Гавриил приносит новость. Какая это новость? Вы под защитой, вам нужно быть смелее. Очень многих теперь людей запугивают. Очень многих. Поэтому многие люди, они боятся чего-то достигать. Они думают, что у них изначально не получится. Некоторые даже не думают, а они подсознательно не могут войти в контакт со своим подсознанием и подсознательно, в общем, верят в то, что у них ничего не получится, не стоит даже пробовать. Поэтому многие люди в наше время, они не движутся в жизни вперед из-за страха. А у вас пропадет этот страх, потому что уходит негативное влияние. Это что касается знаков стихии вода. Но все стихии есть у вас, опять же, в вашем гороскопе. Если вы посмотрите на гороскоп рождения, можно скачать любую программу бесплатно, вы увидите, что
что ваш гороскоп поделен на 12 частей, это сферы вашей жизни, а также каждая сфера, она под покровительством определенного знака, то есть у вас есть все знаки. Все эти подсказки вам помогут, я в этом больше чем уверена. А я со своей стороны, как обычно, хочу пожелать вам счастья, миллион друзей, $1 000 000. Я надеюсь, что я отношусь к вашим друзьям. А как вы можете мне сказать, что я отношусь к вашим друзьям? Конечно, это подписка на канал. Почему? Ну, потому что, такой закон, что ли, дружбы. Да? Я дружу, это мое свидетельство, это расклады, а вы дружите, это просто подписка. Это, кстати, ничего не стоит. За деньги никогда не купишь дружбу. Поэтому на YouTube это ничего не стоит. Просто я буду знать, что вы в числе моих друзей. Ставьте этому видео лайк или дизлайк. Вы хозяин-барин, вы решаете. Вы оцениваете мою работу относительно вашему предпочтению. А я знаю точно, что мы очень скоро и обязательно увидимся.